Привет, всем привет! Вы на канале Аля Flight, с вами стюардесса Аля, и сегодня мы поговорим о том, как же с успехом пройти собеседование в любую авиакомпанию России. Сегодня я являюсь действующим бортпроводником одной из лучших авиакомпаний России. Но прежде чем стать бортпроводником, я очень долго и серьезно готовилась к этому собеседованию, собирала всю возможную необходимую информацию по крупицам, поскольку мой английский был далек от идеала, и поэтому я делала все возможное, чтобы увеличить свои шансы, и я это сделала. Итак, первое, что в принципе советует любой бортпроводник, когда вы его спрашиваете, это не волноваться. Но все волнуются. Что же делать, чтобы не волноваться? Потому что это очень важно. Вы должны трезво мыслить, вы должны спокойно быть, вы должны показать свою стрессоустойчивость на собеседовании. А если вы сами нервничаете, у вас дрожат руки, вы не можете сосредоточиться, но ваши шансы будут гораздо меньше. Поэтому главное это настрой. Как себя настроить, я вам расскажу. Ребят, раньше эта профессия действительно была очень эксклюзивной, попасть практически было невозможно, наборы не открывались вот так вот в открытую, да, и так далее. Вот тогда, может быть, и стоило бы волноваться, потому что такой шанс выпадал раз в жизни и так далее. Сейчас наборы проходят действительно довольно часто, практически всегда какая-то авиакомпания открывает набор. Некоторые авиакомпании открывают набор на постоянной основе. Вы просто держите в голове, но не пройду я с первого раза, пройду во второй раз. Да, в эту авиакомпанию меня сразу не возьмут, нужно будет подождать 3 месяца или полгода. Но это же не страшно, это же не то, что вот сейчас вы этого не смогли сделать и все, на этом жизнь закончена. Нет, попробуйте в следующий раз. Не взяли вас в эту авиакомпанию. Множество авиакомпаний открывают набор, и поверьте мне, нет идеальной авиакомпании. У каждой, даже у самой лучшей авиакомпании есть свои минусы по сравнению с другой. Это действительно так. Поэтому держим это в голове. Не взяли здесь, возьмут другую. Не прошел сейчас, пройду в следующий раз. Далее. Не следует увольняться с работы, кардинально менять свою жизнь и все. Вот только это, только сейчас или никогда. Сначала пройдите собеседование. И не увольняйтесь с работы, не бросайте учебу, не меняйте свою жизнь кардинально. Ведь после собеседования у вас будет ВЛЭК. Это врачебно-летная экспертная комиссия, которая может затянуться просто на полгода, на год. Возможно, вам придется делать какую-то операцию, о которой вы даже сейчас не подозреваете. И вы спокойно будете продолжать работать, готовить свое здоровье. И все. Поэтому ничего не меняем, просто параллельно со своей основной деятельностью, своей работой проходим собеседование. Не волнуемся, это просто идет с вами параллельно. Да? Возможно, у меня даже была такая ситуация, что я прошла собеседование и продолжала по своим причинам, да, работать на этой работе, и обучение я приступила к обучению вообще через полгода, да, а ВЛЭК у меня вообще затянулся там на больше, чем 3 месяца. Поэтому я просто продолжала жить обычной жизнью. Далее. Вы пробуете проходить собеседование в разные авиакомпании. Во-первых, таким образом вы выясните плюсы, минусы разных авиакомпаний. Во-вторых, вы не будете допустим, там существует для меня вот только Аэрофлот, и все другие не существуют, и если я не пройду, я вообще не хочу. Нет, вы трезво оценивайте плюсы и минусы разных авиакомпаний и выбирайте для себя 2 авиакомпании. Поверьте мне, нету идеальной, да, авиакомпании. И желательно просто в ту авиакомпанию, которую вы хотите больше всего, оставляйте ее на потом. Таким образом, пройти собеседование там в Победу, в Россию, там в S7, да, или там куда вы хотите. Придете к той авиакомпании, которую вы хотите, вы уже будете морально настроенные. Плюс-минус собеседование все равно проходит одинаково во всех авиакомпаниях, да, с какими-то своими особенностями. Вы уже привыкнете к этому темпу, к тому, что будет дальше, к медкомиссии, там, к выступлению, к разговору. И когда вы уже придете в свою авиакомпанию, которую вы хотите, вы уже будете более спокойны. Поэтому желательно ту авиакомпанию, которую вы хотите, так скажем, больше всего, оставляем на потом. И вот если вы с таким отношением, с таким перераспределением будете идти на собеседование, не могу сказать, что вы, конечно, совсем не будете нервничать. Да, конечно.
Но нервничать вы будете гораздо меньше, вы будете трезво мыслить, вы будете более спокойны, поэтому обязательно так делать. Далее, улыбка. Это то, о чем все твердят, и, ребят, это действительно супер важно. Вы заходите на собеседование с улыбкой, с прямой осанкой, с доброжелательностью, с эмпатией, с желанием помогать людям. Вы должны демонстрировать вот это желание, которое как бы идет изнутри на протяжении всего собеседования. Когда вы взаимодействуете с коллегами, когда вы взаимодействуете с членами медкомиссии, показывайте, вы будете работать с людьми. И вот это ваше внутреннее желание и доброжелательность, улыбка, это крайне важно. Поверьте мне, мне сделали замечание за улыбку. Подробнее я расскажу, почему и как и на каком этапе. Поэтому, ребята, помним, улыбка на протяжении всего собеседования. Да, тяжело, да, когда уже вы с 9 утра до 4 часов вечера, это крайне тяжело, но не забывайте улыбаться людям, особенно членам медкомиссии, это обязательно. Внешний вид, это тоже очень важно, об этом я сниму отдельное видео, поэтому обязательно посмотрите. Внешний вид, вы лицо авиакомпании, это действительно важно, обращаем, подходим серьезно к этому вопросу. Ну и, конечно, не опаздываем, потому что вы будущая стюардесса, самолет вас будет, не будет ждать, да, поэтому обязательно приходим вовремя, лучше пораньше, но чтобы уверенно, без нервов, спокойно. На этом, пожалуй, все. Желаю вам удачи. Если вам интересна профессия бортпроводника, обязательно подписывайтесь на этот канал. И если же вам интересны будни стюардессы, подписывайтесь на мой инстаграм. И до встречи в следующем видео.